Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие повороты судьбы вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Ух ты, какие повороты! А вы знаете, ребят, вы стоите на пороге судьбоносной любви, судьбоносных отношений. Вы уже давно в предвкушении, вам хочется уже, вы устали от одиночества, вам хочется половинку. Вы даже, может быть, знаете, вот когда прогуливаетесь, либо же просто ходите там по улице, в магазины, где угодно, может быть, даже любуетесь на красивые пары, которые идут вам навстречу. Вот вы уже истосковались по этому состоянию, когда есть половина, когда семья. Вам тоже хочется, да, вот вы смотрите на других людей, которые идут, допустим, навстречу, просто за руку держатся, да, вот пара какая-то. И такая вот белая зависть возникает. Вот хочется тоже этого. Но я вам скажу, что у вас грядет очень хорошая личная жизнь. Смотрим дальше, что у вас еще происходит. Так. У вас есть какая-то ситуация еще нерешенная. У каждого это будет своя ситуация проигрываться. Но вот почему-то есть некие сомнения. Может быть, как поступить, да? Как сделать лучше? У всех это будет абсолютно разная ситуация, потому что общий расклад. Кто-то, может быть, хочет поменять работу, да, и у вас такая дилемма: уйти, не уйти, остаться или уйти, что делать. Кто-то, может быть, хочет вообще переехать куда-то. Ну, то есть это может быть любая ситуация, которая для вас очень важна, но вы еще не приняли решение до конца. Это может касаться и личных отношений, какие-то там вопросы ваши не до конца решенные. Ну, то есть какие-то вот сомнения есть. Боль утраты тоже у вас до конца еще не прошла, я вам скажу. Да, хочется новой любви, ну, вот это вот, знаете, состояние, когда вас предали, а вас реально предали, вам сделали настолько больно, что, ну, до сих пор отголосок, вот этот осадок у вас остался. Но несмотря на этот осадок, вы довольно сильный человек, вы пытаетесь с этим бороться, вы пытаетесь что-то делать. Плюс вы сейчас вот реально нацелены на то, чтобы, ну, начать новые отношения, найти, по крайней мере, ту любимую, единственную. По крайней мере, вы особенно, я думаю, скорее всего, в последнее вот время, может быть, делаете более активные какие-то шаги, да, вот знакомитесь с женщинами, там, может быть, кто-то в интернете, кто-то в жизни, ну, по крайней мере, вы уже оттаиваете, да, осадок-то есть, но уже больше как-то вот вы нацелены на семью, не так, как это было раньше, апатия полная, да, ничего не хочу, никого не хочу. Вы причем настолько настроены, да, что, может быть, даже вот в мечтах своих вы иногда представляете, вот если бы была семья, да, вот любимая женщина, либо жена, как бы вы все делали вместе, да, вот как бы вы там помогали ей, вместе и праздники праздновали. Вместе, может быть, даже и на кухне что-то делали, в быту. Ну, то есть вот таких вот мечтаний в вашей жизни много. Давайте-ка посмотрим, какие же повороты судьбы у вас будут. Как всегда, смотрим вот такими вот блоками, да, оно такие удобнее. Сначала мы смотрим с вами работа, финансы, да, что будет. Дальше коротко здоровье смотрим. И уже напоследок смотрим личная жизнь, как у вас сложится, что же у вас будет. Итак, смотрим первый блок. Что у вас будет, какие повороты судьбы у вас будут по работе, в финансах, что вас ожидает. Знаете, довольно неплохой период у вас идет вообще и в рабочем, и в финансовом плане. Если кому-то, допустим, должны долг отдать, вам отдадут долги, там, может быть, даже проценты отдадут. То есть и в работе, и в финансах вы выходите победителем. Если вы хотите
например, открыть свое дело, там кто-то хочет перейти на новую работу, взять подработку или еще что-то, будет очень и очень успешный период у вас, да, вот в ближайшее время. Очень такой плодотворный период, да, у кого свое предприятие, допустим, большие проценты, хорошие заработки у вас идут. Ну, то есть, я, в принципе, я не вижу, что у вас какая-то грусть, печаль, тоска по деньгам. Наоборот, да, хорошая, сытная жизнь, да, вот. Абсолютно не вижу плохого. Так, далее смотрим по здоровью. Что у нас будет по здоровью? Так, диагнозы я не ставлю, как всегда. Но коротко посмотрим. Значит, смотрите, ничего такого серьезного, слава богу, я не вижу. Но может проигрываться. Смотрите, будьте осторожны по здоровью. Простудные какие-то вирусные заболевания, да, сейчас тем более такой вот сезон простуд, гриппа. Может быть простуда, одевайтесь теплее, да, вот как-то, может, витамины какие-то, иммуномодуляторы там пропейте. То есть беречься именно вот дыхательная система, поберегитесь, да. Теперь, опять же, у нас выходит проблема суставов. Все, что связано, вот руки, ноги, спина, вот могут быть какие-то обострения у вас с этим. Теперь еще смотрите, все, что связано с жидкостями, да, это кровеносная система, лимфатическая система, могут быть обострения вот сердечно-сосудистой системы. Вот. И плюс еще смотрите, осторожно, да, чтобы не было отравлений, да, чтобы и свежие продукты, чтобы все хорошо было. Вот. Ну, больше ничего такого критичного я не вижу. Ну, вот именно вот простуда, да, вот может быть, суставы и вот отравление. Так, ну и теперь мы подошли к самому интересному, да. Как же сложится ваша личная жизнь, какие повороты судьбы, что вам уготовила судьба в личной жизни? Так, у вас, смотрите, идет женщина, которая какой-то период была одна. Причем у нее такой был тоже довольно такой очень грустный период. В чем-то она мне вас напоминает. Она очень страдала за мужчиной, который сделал ей больно. Она не хотела ни с кем связываться. Ей никто не нужен был. Вот она так, знаете, тоже, вот как вы, она замкнулась на работе. И жила так, дом, работа, дом, работа. Она хорошая хозяйка. Она скорее будет брюнетка, я так думаю. Ну, шатенка, может быть, темноволосая. Такого стройного либо среднего телосложения. Она очень хозяйственная. Она даже вот если, допустим, у нее частный дом есть, то она умеет и за цветами ухаживать, и за садом, за огородом. Но очень такая она умелая, вот именно хозяйственная она. Она, если нужно, знаете, вот она накормит своими пирогами и блинами хоть и целую армию. Вот она настолько такая вот щедрая душа, она такая вот именно для дома, для семьи классная во всех отношениях. Так, давайте-ка посмотрим, где вы можете с ней познакомиться приблизительно. Так. И снова у нас падает вот движение, да, вот карта движения, даже две карты. Где-то вы будете либо идти куда-то, либо ехать, да. Я не говорю, что это в транспорте, но это в каком-то движении вы будете однозначно. Может быть, в магазин будете идти, там, на работу идти, может быть, гулять просто будете. Ну, то есть это будет при движении вашем. Женщина очень такая, знаете, очень серьезным подходом вот к отношениям. Вот даже при знакомстве она вам почему-то покажется сразу очень уж слишком такая серьезная, знаете, себе на уме, может быть, в чем-то скованная. Но потом, когда постепенно вы ее узнаете,
Вы реально, вы вот не поверите своим глазам, да, вот. Вы просто не поверите, что такие женщины бывают. Она очень семейная, да. Она вот и снова мне показывает, да. Она настолько боится тоже создавать семью, потому что у нее было очень сильное разрушение в жизни, очень большая потеря вот с мужчиной, да, который ну, предал ее, тоже сделал ей больно. У нее очень серьезный подход и к отношениям, и к семье, хотя она очень хочет семью, она хочет детей. То есть все, что надо, все есть при ней. Но вот это вот, знаете, может даже в чем-то чрезмерная такая осторожность, она может вас даже отпугнуть немного. Так, еще что? Вы знаете, вот у вас будут, ну я не могу сказать, что быстро прям развиваться отношения, потому что, ну уж очень она такая, знаете, осторожничать будет. Но я считаю, наверное, пусть лучше она осторожно будет подходить вот именно к вопросу отношений, чем она бросится и будет со всеми и с каждым и менять мужчин как перчатки. Нет. Я думаю, все-таки пусть это будет взвешенное такое решение. Она еще, я вам скажу, довольно такая добрячка. Вот ко всем ее позитивным качествам. Пусть, да, пусть она может быть неуверенная и осторожная, но вот как человек она очень такая, знаете, вот ранимая. Очень добрая, в чем-то наивная, романтичная. Вот я думаю, из-за своей наивности как раз она вот и боится, что снова ее обманут. Вот после той боли, которую она пережила, она сейчас очень сильно боится. Вот. Ну, в принципе, это нормально, да. Каждый человек, если его предают, обманывают, делают больно, то человек просто боится, что снова повторится такая же боль. Поэтому будут отношения очень и очень так осторожно у вас развиваться. Я не могу сказать, что это будет мгновенно, да, вот стрела Амура пронзила. Нет, будет очень постепенно. Ну, в принципе, торопиться некуда, да, если хороший человек. Пусть оно все идет своим чередом. Так, вы будете, знаете, даже может быть из-за ее вот этой вот такой сдержанности поначалу даже переживать. Вы, может быть, у вас даже появятся мысли, может, я ей не понравился, может, я что-то не так делаю, может, мы не пара, ну вот из этой серии, да. Но постепенно у вас оно все начнет выравниваться, она будет больше узнавать вас, да, она будет вот именно с вами в паре чувствовать, знаете, вот какую-то, я не знаю, вот даже не знаю, какое слово подобрать. Она будет настолько чувствовать вот с вами какой-то вот комфорт, да, вот как две половинки, но это будет постепенно. Вот вы в паре, вот вы будете делать что-то там, допустим, ну там по дому, может, вы ей что-то поможете, да, либо в какой-то проблеме там решите, да, какую-то ее проблему решите. Вот она все больше будет чувствовать вашу надежность, да, и она будет постепенно открываться. Вот именно в паре, когда вы будете что-то для нее делать, она для вас, вы для нее, да, то есть вы будете открываться друг другу очень и очень постепенно. Это не будут, еще раз говорю, стремительные какие-то отношения. Нет, это не 17 лет, когда розовые очки и ни на что не обращаешь внимания. Нет, ни в коем случае. Очень взвешенные, очень такие логичные и обдуманные отношения. Так, да, она вот 100 раз обдумает, прежде чем вступить в отношения. Она 100 раз обдумает, не будет кидаться на кого попало. И как итог, у вас, знаете, вот как-то оно само собой вот перейдет в такие вот теплые и трепетные. Вот сначала это отношения будут, потом уже они 99%, что они переходят даже в семью. Да, понятно, что у всех это не может быть одинаково, но у большинства это переходит просто в семью, потому что семейные карты падают у нас, да. Это чистая любовь, это настоящая любовь, но очень такая вот взвешенная, очень неторопливая. Она, знаете, вот ей очень важно почувствовать, что она нужна.
что ее любят. Она такая дама, которая смотрит еще вот на поступки мужчины. Потому что, ну, поступки, они, как правило, говорят сами за себя. Кто к кому как относится. Потому что можно человеку в любви объясняться, но толку не будет никакого. Правда ведь? А эта дама такая, знаете, скрупулезная. Я не хочу никого пугать, да. Но отношения будут реально такие, знаете, вот взвешенные. Они станут теплыми, но не сразу. Они станут теплыми уже через какой-то период, потому что вы оба, знаете, вот как два раненых зверя решили вместе быть. И у вас свои сомнения, у нее свои сомнения. И для этого, чтобы вот открыться, чтобы вам обоим открыться друг для друга, конечно же, нужно время, нужно присматриваться, нужно взвешивать, как-то анализировать человека. Да? Это очень непросто все, потому что две израненные души. В дальнейшем все будет хорошо. Я еще раз повторяю. Вот эти вот осторожные ваши такие вот моменты, да, вот осторожное сближение, особенно вот этой женщины, такая вот, знаете, скрупулезность, оно перейдет все в любовь, в большую и чистую, с чего начинался наш расклад. Причем женщина судьбоносная для вас. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!